Всем привет, с вами Иван, и сейчас я нахожусь в прекрасном городе Чжухай на юге Китая. И с сегодняшнего дня, мой друг, покажу тебе десятку лучших мест, в которых ты обязательно должен побывать. Погнали! В этом выпуске мы посетим городской парк Хэйбин, в окрестностях которого расположена главная достопримечательность города – статуя рыбачки, установленная в бухте Сян-Лу в 1981 году и ставшая главным символом города. Известна эта статуя не столько благодаря своей красоте и величию, сколько красивой и трогательной легенде, которую я вам поведаю в конце этого видео. Китайские ребятишки. Людей сегодня нереально много в парке. Security всех там принимает. Сейчас меня будут проверять. Сюда. Окей. Дядя попросил, чтобы я отсканил вот этот QR-код, который открывает специальное приложение и показывает ваше перемещение за последний месяц. После чего в этом бланке оставляйте свои персональные данные. Данная процедура только для иностранных граждан. Thank you. Bye-bye. Ребята на входе очень позитивные. Что-то рассказывают на китайском, но я китайский очень плохо понимаю и вообще не сращиваю ни хрена. Сперва я покажу вам, как должны выглядеть нормальные городские парки в 21 веке. И после мы направимся вот сюда, к статуе The Fisher Girl. Ну, как-то так. Посередине парка расположилось очень красивое озеро, где можно арендовать лодочки. Очень круто. Вот прямо уже виднеется за озером море. Давай. Уронили мячик в воду. Папа, давай. Делай ветер. Батя побежал спасать. Сейчас прогуляемся вокруг озера, разведаем обстановку и посмотрим, как отдыхают местные жители в выходные дни. Слева сайфер, джемчик, бабушки врываются. Там круг, энергия. Круто. Все качают без печали. Все с палаточками. Романтика, много парочек. Любовь, морковь. Вот так вот. Живое филе гуляет. Такой динозавр. Птеродактиль. Маманчи. Кстати, за 20 минут аренды двухместного катамарана вам придется заплатить 30 китайских юаней, плюс залог в сумме 50 юаней. Парковый фишинг. Куней ловят уже на удочку. Если захотелось остаться без руки, опускаете и по локоть, нет, сразу. Вот так вот, ребята. Это другая планета Земля, где пьяное быдло в парке ты не встретишь.
территорию парка, переступив через забор. Вот и вся фишка этих постов. Переступил и погнал. Кстати, хочу ответить вам на самый часто задаваемый вопрос. Откуда у меня такие крутые маски? Пришла посылочка скорее. Моей малышки с масочками. Йогита. Поступок моей малышки достоин огромного пальца под этим видео. Давай, сделаем. Вот это настоящая любовь. Людей в парке прям нереально много. Думаю, скоро финиш-лин. Ого. Переходим дорогу и сразу попадаете на Майами-Бич. А мы сейчас пойдем вот сюда. Почему? Потому что это главная достопримечательность города Жухая. Fisher Girl. Жена рыбака, рыбачечка. Погнали! Место, где можно купить красивые сувениры. Цирковые дельфинчики в шоппинг-моле. Циркус Everywhere. Вот такая красота. Добраться сюда можно сразу же на автобусе. Переходите дорогу и сразу, оп, статуя рыбачки. Мы на месте, подойдем поближе, и я вам расскажу прекрасную легенду об этом прекрасном месте. Давным-давно, когда еще драконы правили миром, жила-была фея. Это не она. Увидев однажды красоту бухты Сиан-Лу, была очарована и решила спуститься на землю. И на земле насладиться этим прекрасным пейзажем. Чтобы сделать это, ей пришлось принять облик юной рыбачки. Шел день за днем. Девушка плела сети и собирала раковины. Она была так добра и ласкова, что жители деревни не могли не полюбить ее. Используя свои знания и немножко магии, она всегда помогала всем и каждому. Однажды прекрасная рыбачка встретила молодого рыбака по имени Хайпен. И они полюбили друг друга. Могли бы они жить долго и счастливо, если бы не один злобный карлик. Он оклеветал девушку и уговорил Хайпена забрать ее волшебные браслеты, как доказательство любви. К несчастью, юноша поверил коротышке и отправился к рыбачке, чтобы попросить отдать ему 8 браслетов, украшавших ее руки. Со слезами на глазах она рассказывала про своего отца, короля драконов Южного моря, про 8 волшебниц, подаривших ей эти браслеты, охранявшие ее на земле. Потеря даже одного из 8 браслетов убьет ее, но Хайпен не поверил девушке и развернулся, чтобы уйти. В доказательство своей любви рыбачка сорвала браслеты со своей руки и мгновенно умерла. Долго оплакивал Хайпен свою любимую, пока однажды к нему не явился Джин Цюджоу. Он рассказал, что можно спасти девушку с помощью волшебной травы, растущей на острове. Но каждый день нужно поливать эту траву человеческой кровью, только тогда колдовство поможет оживить девушку. Хайпен послушался и отправился на остров. Дни превращались в года, но каждый день, как и велел старец, Хайпен поливал траву своей кровью. Наконец, трава помогла, и девушка ожила. В день своей свадьбы Хайпен и юная рыбачка нашли гигантскую жемчужину, которую подарили бессмертному Джину. Ну а потом, наверное, жили долго и счастливо. Тут и сказки конец. А кто не слушал...
Спасибо за ваш просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх. Дальше больше. Peace.